Всем привет, с вами Артем Лазарев. Сегодня я покажу несколько моих самодельных лего-фигурок по аниме и манге Dungeon Meshi, или Подземелье вкусностей. Здесь я сделал команду 4 главных героев и Фарлин в образе Химеры. Рассмотрим фигурки поподробнее. И первый персонаж — лидер отряда искателей приключений, Лайас Тордан. У него короткие светлые волосы, а на его лице неунывающая ухмылка. Для его доспеха я взял элемент брони из Лего Ниндзяго. Несмотря на головы змей на плечах, этот доспех идеально подходит для создания образа Лайаса. Так же, как и в аниме, эта кираса доходит ему примерно до пояса и имеет горжет для защиты шеи. Под этим доспехом у него также имеется кольчуга, и для этого я взял торсик из серии Lego Castle, поменяв руки на белые, чтобы соответствовать белой рубашке Лайаса. Для ног могут подойти любые ноги с принтом длинных сапог. Например, эти взяты от минифигурки из 22 серии. А в руках он держит свое главное оружие. Нет, это не меч разящий, это сковорода, на которую он готовит монстров, которых он одолел в подземелье. Следующий член команды — эльфийка-волшебница Марсиль Доната. Чтобы сделать ее синее платье, я взял различные детали от минифигурок из серии Ниндзяго и волосы от серийной минифигурки Воина-эльфийки. А в руках она держит свой волшебный посох с причудливым кругом на конце. Следующий член нашей команды — полурослик-взломщик Челчак Тимс. Несмотря на то, что для расы полуросликов у Челчака уже весьма солидный возраст, некоторые персонажи все равно принимают его за ребенка. И чтобы показать это, я дал ему веснушчатое лицо от Джея из Ниндзяго. А чтобы показать его жилетку, я взял тело от разбойника из серии Майнкрафт, заменив руки на белые, чтобы соответстввать костюму, представленному в аниме. И последний член нашей команды, которого оригинальный отряд встретил уже в подземелье. Это Дворф Сенши. Дворфы выше полуросликов, поэтому ему, в отличие от Челчака, я дал не обычные детские ноги, а слегка побольше, используемые для подростков. У Сенши густая черная борода и рогатый шлем на голове. Для рогатого шлема Сенши можно было взять шлем от викингов, но, как мне показалось, более подходящим сочетанием является шлем самурая и деталь, используемая для ручки-ведерка, которую я взял для рогов шлема. В руках Сенши держит свой кулинарный нож и большой котел, который он также использует как щит. А для его тела я взял тело от варвара из-за его принтов на руках, которые изображают такие же накладки на предплечьях, как у Сенши. И последний, самый массивный персонаж, которого я сделал, это Фарлин в образе Химеры. Фарлин Тордан — это сестра главного героя, предводителя отряда Лайаса. Она была превращена в Химеру сумасшедшим магом, который обитает в подземелье, куда отправились наши герои. Ее тело состоит из 2 частей. Первая — человеческая, и вторая — часть дракона, передняя половина которого покрыта перьями. Для ее крыльев я не стал собирать крылья из пластин, а взял готовые детали в форме крыльев из набора Лего Гарри Поттер. А ее хвост и конечности я соединил с помощью деталей с болл-джойнтами для большей подвижности, чтобы ее можно было ставить в различные позы. Понравилось ли вам это видео? Если да, то обязательно ставьте лайк. И на этом все. С вами был Артем Лазарев. Всем пока!